Когда Сяо Янь поглотит третью сущность огня и какого уровня достигнет? Пламя 3000 звезд взорвалось, и вся звездная обитель превратилась в мир огня. Сяо Янь остался один на один с небесным пламенем. Глава Сюань Кунцзы закрыл вход, а это значит, что никто снаружи не смог попасть внутрь. Теперь все зависело только от Сяо Яня. Вся звездная обитель напоминала огромное пекло. Обычный эксперт попросту сгорит от давления пламенной атмосферы. Посреди бесконечного океана пламени сиял нефритовый барьер. Внутри него сидел Сяо Янь в позе лотоса, а перед ним стояла золотая марионетка. Пламя 3000 звезд неистово атаковало Сяо Яня, но не могло разрушить его защиту. На удивление, он медленно становился сильнее, как будто впитывая силу звездного пламени. Причина этого перетекания сил от горящего пламени заключалась в печати дракона Цзиянь. Печать на руке Сяо Яня куда выше по качеству и уровню, чем печать на теле пламени 3000 звезд. Ему нужно было лишь дождаться определенного момента, и тогда он полностью подчинит себе волю небесного пламени. У Сяо Яня был лишь один шанс на успех. Даже малейшая оплошность приведет к тому, что его судьба будет трагичной. Время в этом пространстве текло по-другому. Когда Сяо Янь стал достаточно сильным, настал его черед. Он устремил свой взгляд в сторону ослабленного дракона и снял барьер. Острая аура парня в тот же миг изверглась, вынуждая мир огня испытать неподдельный страх. Пламя 3000 звезд запаниковало. Сяо Янь направился медленными шагами к горящему пламени звезд. Сам силуэт этого человека напоминал снизошедшего бога огня. Дракон свирепо зарычал. Он раскрыл свою пасть и выдохнул столб пламени, как будто извергая всю свою накопившуюся ярость. Но сила пламени уже не оказалась настолько опасной, как в самом начале. Сяо Янь направил в атаку столб нефритового пламени. Два вида пламени столкнулись, и Сяо Янь оказался сильнее. Печать на его руке отреагировала. Из нее вырвался сверкающий золотой свет. Печать дракона буквально втягивала в себя и поглощала все фиолетовое пламя вокруг. За несколько мгновений море пламени полностью исчезло внутри печати, а в следующий миг на ладони Сяо Яня вспыхнуло темно-фиолетовое пламя. Теперь дракон выглядел напуганным, так как начал отходить от парнишки. «Ты проиграл?» Сяо Янь наблюдал за реакцией пламени, которое, наконец, поддалось эмоциям страха. За несколько мгновений свет окутал своего огромного дракона и начал тянуть его в сторону золотой печати. Сам дракон сопротивлялся и вырывался. Несмотря на яростное сопротивление, дракон начал уменьшаться, пока не превратился в сгусток темно-фиолетового пламени, заключенного в печать. Пространство огня разрушилось, оставив Сяо Яня посреди звездной обители. Парень, наконец, облегченно выдохнул, когда сгусток пламени скрылся внутри печати дракона. Пламя не желало уступать с точки зрения воли. Оно продолжало сопротивляться до самого конца. Нефритовое и фиолетовое пламя вспыхнуло в обоих его глазах. После этого он увидел перед собой маленького дракончика совершенно без эмоций. Сяо Янь обратился к нему. «Следуй за мной. Я точно не опозорю твое место в рейтинге небесного пламени». Это было сражение, из которого мог выйти только один победитель. Третьего варианта не дано. Но если бы звездное пламя победило, то испепелило бы Сяо Яня дотла. Он прикоснулся к дракончику, преобразив его чистую эссенцию пламени, к которой он стремился долгие годы. Этот момент стал кульминацией его путешествия. Он поглотил пламя, начав объединение его с нефритовым пламенем. Затем ему придется провести очередную эволюцию техники сжигания, добавив новое пламя. Процесс был мучительным, тело Сяо Яня излучало потоки пламени, но он продолжал сидеть в позе лотоса, сосредоточенно перерабатывая полученную силу. Для этого потребуется много времени, ведь пламя 3000 звезд – 9-е в рейтинге. Оно куда сильнее всех других его сущностей огня. В прошлый раз он потратил 2 года, чтобы переработать пламя падшего сердца. Сколько же времени он проведет в звездном пространстве? Ни много ни мало, почти год. Столько он оставался внутри звездной обители. Снаружи же царила напряженность. Сяо Исянь пыталась проникнуть внутрь, но бушующее пламя делало это невозможным. Даже великие главы башни пилюль оказались бессильны.
Сюань Куньцзы решил лично войти внутрь пространства, но в итоге все равно вылетел обратно, в плачевном состоянии, не пробыв внутри и 5 минут. Так как звездная обитель была заперта, то и температура в пространстве никуда не девалась. Но Цзиянь продолжала ощущать слабую связь с Сяо Янем. Пока остальные готовились к худшему, в пространстве начали появляться первые признаки перемен, намекая на то, что Сяо Янь все еще жив, а его битва за контроль над пламенем 3000 звезд близка к завершению. Жар внутри звездной обители достигал устрашающих значений, и пространство дрожало от напряжения. Тело Сяо Яня было окутано коричнево-фиолетовым пламенем. Прошло 8 месяцев с тех пор, как он погрузился в глубокую медитацию. Его дыхание было едва слышно, тело неподвижно, будто он стал частью окружающей пустоты, но внутри него кипела работа. Коричневато-фиолетовое пламя проникало в каждую клетку его тела, усиливая его до предела. И вот наступил момент, когда Сяо Янь пробудился. Дракон, поглотив огромные объемы энергии окружающего пламени, вернулся в тело Сяо Яня. На его ладони вспыхнуло новое небесное пламя, результат слияния 3 могучих видов – пламени сине-зеленого лотоса, пламени падшего сердца и пламени 3000 звезд. Сяо Янь назвал его пламенем сердечного лотоса 3000-летий. Его цвет был коричнево-фиолетовым. Что ж, Сяо Янь стал истинным обладателем 3 видов небесного пламени. Он также может использовать леденящее пламя учителя, но его собственными сущностями огня являются эти 3 вида пламени. Возникает самый главный вопрос: какого уровня достиг Сяо Янь, поглотив пламя 3000 звезд? А может, он пробьется и к почтенному воину? Напомним, что сейчас он на 4-й звезде предка. Его аура начала стремительно расти, море пламени забурлило. Предок 4 звезд, 5, 6, 7 звезд. Сила Сяо Яня росла в поразительном темпе. Цель, ради достижения которой многие люди тратят годы, оказалась достигнута Сяо Янем за какие-то несколько минут. Подобная скорость выходила за границы нормы. Растущая аура превзошла уровень 7-й звезды, а затем продолжила расти. Ей даже удалось прорваться через барьер 8-й звезды, и она остановилась на 9-й звезде предка. Сяо Янь ощутил невероятное и неописуемое могущество Доу Ци внутри своих каналов. Предок 9 звезд. Он ощущал могущество силы в своем теле, поэтому довольно улыбнулся. Но это, конечно же, не почтенный воин. Когда Сяо Янь в прошлый раз поглотил пламя падшего сердца, то перепрыгнул целый класс, перейдя в Доу Ван уровень короля. Он пересек границу целого класса. Но на этот раз разница в изменении уровней не оказалась такой ошеломляющей, потому что энергия уровней предка многократно превосходит предыдущие ранги. 5 звезд предка. Это далеко не то же самое, что 5 звезд императора или тем более короля. Пробить барьер почтенного воина Сяо Яню еще предстоит, ведь очень много экспертов застревают на пике предка. А что вы думаете о такой силе Сяо Яня и его 3-м небесном пламени? Напишите в комментариях. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.